Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня Веллимерк. Это бренд, про который вы мне говорили, где? Правильно, на стриме. И я заинтересовался, и вот она, коробочка. Давайте открывать, смотреть, чего у нас там внутри. А у нас там внутри, на самом деле, весьма и весьма интересная моделька сегодня будет. Так, ну пленочки мы снесли. Все лишнее в сторону. И... ты. Открывайся давай. О, плотненько. Хорошо. Так, а здесь кейсик дорожный. Да тут много чего-то всего. Сейчас будем смотреть. Ничего себе, там еще что-то есть. Так, значит, здесь гарантийная карточка. Здесь инструкция, как укорачивать браслет. Это у нас еще одна гарантийная карточка с печатью, да, и это у нас мануальчик. Короче, полный комплект всего. И так я понимаю, что здесь брендированная, кстати, система, да, помощник для укорачивания браслета. В хозяйстве пригодится. И такой вот travel кейс еще сильнее пригодится в хозяйстве. Это хорошо. Давненько вот таких маленьких travel кейсов я не встречал. Прям класс с собой брать, да, куда-то. Опа! О, а здесь еще и подушечка. О, да он мягкий какой. Слушайте, travel кейс прям респект. Но самое главное — часы. И самые внимательные, конечно, уже увидели, что на обзоре у меня не так давно была похожая модель. От Agelosser китайский. Но тот бренд дорогой, те часы начинаются от $600. И мне ребята написали, значит, на стриме: а посмотри-ка, Веллимерк World Travel. Модель называется. И, в общем, давайте смотреть. Смотрите, здесь у нас сертификаты, контроль качества пройден. Сейчас распакую и будем продолжать. Итак, значит, новый микробренд, да, который можно в том числе приобрести на AliExpress, Веллимерк, и модель называется World Travel. Ну, понятное дело, что здесь у нас часы для путешествий, потому что у нас здесь мировое время на циферблате имеется, и две головки. Одна из них управляет как раз таки этим самым мировым временем, то есть мы можем поставить наше родное время, да, и уже смотреть, сколько от него часов плюс или минус до какого-то другого времени. Ну, вот, например, мы сейчас настроим с вами, да, у нас по умолчанию так, вот Москва, допустим, у нас от Гринвича сколько получается? 2 часа. Ну и смотрим, соответственно. Вот, например, Токио, да, плюс 8 часов от Гринвича, ну или от Москвы, соответственно, 6 часов и так далее. Вот можно управляться, и для этого у нас специально здесь имеется внешнее кольцо и огромное количество здесь городов, от которых мы, собственно, и делаем вот это вот, выставляем разницу во времени. Ну и для любого города можно выставить. Также имеется дата, ну и часы, минуты, секунды. И головка заводная уже у отметки 4 часа, она управляет здесь временем. Очень похожая модель, конечно, на Agelosser. Понятно, немножечко здесь она отличается. И она отличается, конечно, по характеристикам. Значит, здесь внутри стоит Miyota, да, 42 часа запас хода и 21 камень. Дальше здесь заявлена водозащита 100 метров, головка при этом не завинчивается. Ну, такие опции бывают, да, бывают часы 100 метров, когда не завинчиваются, по-другому немножко обеспечивается водозащита. Корпус 316L, стекло сапфировое. И что касается цены, то, по крайней мере, на момент записи ролика они были 7500 рублей на AliExpress, что, как вы понимаете, весьма и весьма доступно. Есть разные цвета, есть на браслете, есть на ремешке. Но, понятное дело, мне заинтересовал браслет, потому что ремешок всегда можно прикупить, а браслет, если он хороший, то в хозяйстве пригодится. Давайте сразу глянем по размерам. Значит, 41 у нас, да, высота 12,1, даже 12, неплохо. По браслету 20 и от ушка до ушка, сколько у нас получается? 48,3. Ну, размеры достаточно универсальные. Для кого-то могут показаться чуть выше среднего, но я бы сказал, что они прям в самый раз. В моем запястье 18,5, но здесь все очень даже аккуратно, гармонично и неплохо располагается на запястье. Ну и на этом браслете, кстати говоря, удобно носить. Это хорошо.
Аккуратная моделька, да, две головки не мешают, и время считывается весьма и весьма неплохо, несмотря на то, что у нас тут целый земной шар на циферблате и огромное количество городов и часовых поясов, которые, тем не менее, немножко вынесены на внешний радиус, поэтому они особой читаемости здесь как бы и не мешают. Но нужно отдавать себе отчет, конечно, что здесь стрелки полированные, да, циферблат насыщенный, поэтому при определенных условиях освещения, ну, может быть, чуть хуже будет считываться время. Но, опять же, нужно понимать, что это часы все-таки, ну, скорее не повседневные, а такие вот туристические, бизнесовые, если хотите, ну, или когда вам просто нравится, чтобы было много всего на циферблате. Поэтому здесь уже вопрос к вашему пониманию, как должны выглядеть ваши часы, вот если они именно с таким функционалом. Но меня радует, на самом деле, мировое время, это сейчас вот в последние годы не так часто и встречается у производителей, и хорошо, что есть вот в таком максимально, я бы сказал, доступном сегменте. Но самое важное нам еще посмотреть, что здесь по качеству отделки. И знаете, я уже вот так смотрю, мне нравится, как сделана зеркальная полировочка по боковой части корпуса, какой здесь симпатичный такой толстенький рант, тоже с зеркальной полировкой, сатинирование по боковой части корпуса. Выглядит все достаточно резким, но знаете, прям берешь и так очень-очень мягенько, так прям, ай, хорошо, очень приятно сделано, вот корпус сверху, да, снизу тоже ничего не царапается, не дерет. Обтекаемый, прекрасно отполированный, особенно с учетом ценовой категории, это сколько там, да, 75 баксов. Слушайте, и там еще и Миота и Сапфир. Хорошо. И браслет, кстати, снизу тоже, ну, я бы не сказал, что он острый, он прям окей. Матирование есть и зеркальная полировка. Конечно, похуже здесь сатинирование уже не такое, как на боковой части корпуса. Здесь попроще на браслете. В целом, кстати, раскладная застежка для каждодневной носки удобно, она невысокая. Хорошо, да. Правда, звенья все одинаковой длины, поэтому не всегда можно будет подобрать под ваши запястья. Этот момент, в общем, учитывайте. Да, но зато, посмотрите, здесь сантиметра 4, а то и 5 про запас, так что на любую лапу эти часы можно будет надеть. Это, как вы понимаете, плюс. Да. Системы быстрой замены браслета нет, ну и, наверное, не стоило ожидать в этой ценовой категории, но крайнее звено здесь литое, и в целом по вопросов по браслету с учетом цены у меня и нет. Давайте посмотрим на полном браслете, что у нас по весу получается. Не самая легкая модель, ну, кстати, и не особо тяжелая, 155 грамм. Ну и сапфирчик у нас вот здесь имеется. Ну что ж, Велимерк, не зря ребята мне говорили на стриме про этот бренд. И смотрите, аккуратная печать, аккуратные стрелочки такие. Здесь и сатинирование, и зеркальная полировочка, и внутри люминофор. Я бы сказал, что я потрясен. Что весьма и весьма здесь все приятненько. Вспоминая 75 баксов-то. А вы как думаете? Пишите в комментах. Что же, пришло время расставить точки над «и», да? И я бы сказал, что, конечно, с учетом цены здесь вопросов, ну, просто ноль. Просто ноль. Очень приятные часы. Мировое время. Очень хорошо исполнен корпус. Здесь сапфировое стекло, водозащита. Может быть, здесь, конечно, не 100 метров, но полтосик точно должен быть, скажу так. Поэтому мне понравилось, как они сделаны, мне понравилась геометрия, мне понравилось, как вот какие-то маленькие фишечки, нюансики по корпусу исполнены. За это прям отличный этим часам плюсик. В общем, пишите, как вам эта модель, лично мне она понравилась. На этом все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.